Да, вот эти, она на 1,5 метра возвышается. На самом деле это остатки древнего сооружения. Оно было приподнято на 1,5 метра, насыпная. Вот эта часть. Находимся на месте древних вообще артефактов. Вот это место, как предполагается, древнего городища дьяковской культуры. Но, скорее всего, оно более раннее. Это дьяковская культура у нас в диапазоне 500 год до новой эры и 500 год новой эры. Но до этого здесь были фатьяновцы. Вот в этих ямах конкретно можно показать вот пальцем? В этих ямах велись раскопы были, потом эту землю обратно засыпали археологи. Вокруг деревни Алешкино, разрушенная Алешкино. Это очень древнее вообще поселение, сельцо Алешкино, оно насчитывает, ну я не знаю, ну по официальным хроникам оно появляется в 16 веке. Это как, ну такой форпост Николо-Греческого монастыря. Но на самом деле оно гораздо раньше. Почему? Потому что здесь группа славянских курганов есть, вот там дальше, где-то 700 метров отсюда. Они были раскопаны Щербатовым князем в 1910 году. Были найдены конская утварь, вернее конская сбруя, утвари разные, серьги в виде полумесяца, человеческие черепа, а также найдены конские черепа, ну и всякое другое. Но правда, это он был хоть и начальником исторического общества российского, но он это все не задокументировал в нужной степени. Ну, когда строили канал, вот этот канал имени Москвы, Химкинское водохранилище, в 1936 году опять эти курганы раскопали. Ну, частично. Но сейчас они, конечно, в таком плачевном состоянии. Сейчас вот строили дорогу и часть кургана съели. Ну, поэтому, в общем, конечно, они в таком состоянии не очень. Но это славяне Вятичи, это 11-13 век. Но этому предшествовали здесь масса культур других. Например, фатьямовские племена, они имеют огромную древность. Это 3-е тысячелетие до новой эры. Они появляются, чуть ниже были раскопы, значит, краеведом одним в 1971 году были раскопаны, найдены артефакты именно фатьяновской культуры, разнообразные там стрелы, наконечники стрел, копии. В общем, они были скотоводами, пасли скот, лесное скотоводство. Пасли скот вот на вот этом вот ближайшем поле, очевидно, ну и в ближайшей пойме. В принципе, Химкинского водохранилища не было, была река Химка, вот она дальше туда идет, а тут Чернавка идет, и они как бы треугольником. Это место было привлекательно для строителей древних поселений еще раньше, чем фатьяновцы. Они появляются, вот так называемая ильяновская культура. Ильяновцы, они выбирают треугольник между, ну как они, этот треугольник, с одной стороны река, с другой стороны река, а с третьей стороны поле, и они вот где поле делают ров, вот там вот остатки рва видно, и значит вот эта вот насыпная часть вся, и в общем такое поселение для определенного количества людей и скота, и фактически хорошие угодья для выгона, вот эти вот склоны горы, склоны вот этих холмов, для очень удобная, вот высокий берег Химки, вот эта река Химка, пологая. Раньше Химка была очень полноводная. И вот этот вот как бы стрелка острова возникает, она очень удобна для строительства этих была поселений. Поэтому здесь люди очень давно селились. Ну, в 3 километрах, 3-4 километров отсюда найдена крышка
черепа неандертальского, называется он Сходнинский череп, так называемый, когда ГЭС строили, значит, это возраст, предположительно, когда обитали неандертальцы, это 33 тысячи лет назад, ну, примерно так, потому что они исчезают. Но самое поразительное то, что это был артефакт, то есть кроманьонцы, которые здесь обитали до этого, предки льяновцев и предки других племен, они фактически охотились не только на мамонтов, тут была мамонтовая фауна, тут была шерстистые носороги водились, ну, вы понимаете, да, что это был ледниковый период, они охотились еще и на неандертальцев. И так вот, что любопытно, неандертальская крышка черепа, она была завернута в ткань домотканную, и окислительные процессы, потому что она в кислой почве лежала, вместе с тканью завернутая, значит, отпечатали эту ткань прямо на крышке этого черепа. Это было просто шок для археологии 1936 года, когда это были обнаружены, потому что качество 30-тысячелетней давности вообще никто не мог предположить. Очень тонкая сетка была, и фактически, ну, как такое может быть, вообще никто не верил, и в специальный институт отдавали по качеству, специальные модели там были сделаны, изучали, как же эту вот сетку и так далее. Ну, в общем, пришли к выводу, что это действительно отпечаток ткани. Вот тонкое, несколько миллиметров составляет каждое звено этой ткани. В общем, это артефакт, то есть они не только поклонялись медведям, мамонтам и прочим, они поклонялись еще и вот этим вот неандертальским черепам, поскольку они выбивали их из этих мест, неандертальцев, очевидно. Ну, Зарайская стоянка, вот она где-то в 160 километров отсюда находится. Ну, вот совсем недавние исследования. Юг, это, значит, туда. В принципе, оно датирует ее 32 тысячелетним давности. Там тоже артефакт мамонтовый череп с инструментами разнообразными, в черепе найдены статуэтки, Венеры палеолитические, так называемые, ну, то есть типичный набор кроманьонцев верхнего палеолита. Иными словами, вот эти кроманьонцы верхнего палеолита здесь обитали, место было очень пригодное для... В основном они были, конечно, охотники-собиратели. Они рыбу, вот найдены остроги, вот такие как бы костяные остроги, то есть это гарпунная такая охота на рыб была в основном, и охота на пушного зверя. И фактически вот эти артефакты, они свидетельствуют о очень огромной древности. Ну и также в Клязьме, вот тоже недалеко, Солнцевский район, вот Химка, она впадает в Клязьминский как раз там, этот водосборник. И, в общем, фактически там тоже найдены где-то 12-15 тысяч лет артефакты. То есть, иными словами, люди здесь жили всегда на протяжении десятков тысяч лет. И не прерывается эта связь. Приходят фатьяновские племена, это скотоводы из центральной, ну, так скажем, из степного пояса Евразии, причерноморских степей. Они достаточно жестокие, у них была культура боевых топоров, эти топоры так они отшлифовывали, делали дырку в нем, просверливали и вставляли древко. И этими топорами, как томагавками, они людей, в принципе, убивали. Они жестокие, они фактически убивали вот этих всех кроманьонцев-охотников, которые... И ильяловская культура, вот, которая им предшествовала, она, конечно, вот здесь исчезает с их появлением. То есть они не щадили даже ни женщин, ни детей, то есть чтобы не было скрещивания, не было вырождения. Ну, считается, что фатьяновцы, их так называют, это культура шнуровой керамики, иначе говоря, они заселили Европу в это время. То есть они пришли в Европу, и все, практически все европейцы, кого мы знаем, это немцы, италики, французы, ну, балты, шведы, Норвегии и так далее, ну, все скандинавы, включая англичан и прочее, они ведут своего рода, греки, они повернули то же самое туда.
Ну, а часть их ушла в Индию, в Иран, вот этих вот племен, скотоводов. И фактически вот эта единая общность скотоводов, она распалась. Таким образом, это произошло около 5000 лет назад. Ну и вот часть из них осела вот непосредственно здесь. И это было сенсацией в 1971 году, когда Армягов, краевед и археолог, он раскопал вот здесь вот чуть дальше, значит, я помню, просто мальчишкой мы здесь бегали, эти раскопы, местные жители, вот только дома эти заселялись, они участвовали бесплатно в этих раскопках, и желающие могли там покопаться, то есть там масса траншей нарыты, которых, кстати, не зарыли, что является нарушением вообще всех протоколов ведения археологических работ. Если здесь зарыли они раскоп, ну более-менее, то там они не зарытые остались. И вот и там не зарытые, у кромки Химкинского водохранилища, там уже возраст где-то 4000, 5000 лет, значит, найдены вот эти вот кроманьонцев, орудия труда и так далее. То есть пласт времени огромный, он не прекращается. И он шел, когда появились здесь вятичи, это где-то 9 век они появляются здесь, славяне-вятичи, они стали строить уже курганную культуру, потому что их предшественники, например, фатьяновцы, они хоронили в глубоких могилах людей на склон вот этих вот, туда очень быстро, ну как бы склон идет, и они хоронили, и в принципе особых артефактов не оставляли после себя, курганов, там насыпных каких-то у них не было. А вот у славян это появляется, и вот там вот группа курганов, где Захарково деревня и Захарковский аэродром был, они фактически уничтожили, конечно, военный аэродром в 40-е годы во время войны, там был, где Яблоневый сад, ну это вот в километрах 1,5 отсюда, 2. Фактически 100-150 курганов было уничтожено, часть из них в застройку жилого комплекса вошло. Это, конечно, очень жалко, потому что действительно это уникальный памятник был. Практически весь берег вот этой Химки, он усеян курганами славянской группы, кривичи, но в основном вятичи. И обнаружены подвески такие, обнаружен змеевик, село Захарково, вот в 3 километрах отсюда. Там обнаружены тоже неолитические орудия разнообразные, тысячелетней давности, несколько тысячелетий, фатьяновские, и дьяковская культура, я еще забыл сказать, вот, которые тоже здесь обнаружены. Городище, вот, в котором стоит, это тоже дьяковское, очевидно, более древние слои фатьяновские, а еще более древние слои яновские. Тут, конечно, надо проводить раскопки очень серьезные. Раньше не позволяла деревня, она была вокруг этого всего. Тут деревня, то есть это мы стоим в центре села, по сути дела. Поэтому нельзя было. В 80-м году эту деревню сломали в честь Олимпиады, потому что тут вот здесь туристов возили. И теперь ничего не мешает, значит, раскапывать эти могильники и эти городища. Ну вот я был как раз вчера в Институте археологии Москвы, в Институте Рановском истории России. Они очень заинтересовались, но не знают, они своя, там есть документация по этому поводу. Ну, я им просто сказал, что, в принципе, нет конфликта между хозяйствующими субъектами, никто не будет, как бы, все, наоборот, заинтересованы. Можно сделать такой археологический парк, как в Митино. Вот, если это все найдут, вскроют. То есть, фактически, все тут, каждый метр усеяно какими-то артефактами. Стрелы, остатки керамики гребенчатые, тысячелетней давности. В общем, плюс наслаиваются славянские, плюс, значит, уже наслаиваются средневековые, значит, здесь монастырские земли были Никола Греческого монастыря, и фактически вот тут пруд есть внизу, он где-то 16 века по официальным данным, но гораздо раньше, там монастырь в 14 веке, ну это у которого на Красной площади монастырь, вот рядом с архивным институтом, кто не знает, ну близко там, бывшая улица, как она, 25 октября называется. Вот, фактически вот это очень говорит о том, что древнее все это поселение, очень древнее, интересное.
И, естественно, что любопытно, Москва с 850-летним своей историей, она, конечно, отдыхает, сами понимаете. Здесь такая древность, которая на десятки тысяч лет прослеживается. Я думаю, что надо просто пальму первенства Москвы. Ну, причем я вот с археологами говорил, не будут ли против вообще того, что как бы мы здесь начинаем какую-то деятельность, раскопки и прочее, ну вот идеологи Московского царства и так далее, потому что он говорит, ну мы можем перепрыгнуть, мы можем даже сказать, что это не просто откуда есть пошла Москва, а можем сказать, откуда есть пошла земля русская вообще. То есть фактически вот эта древность позволяет нам говорить. Вот это на самом деле сенсационные вещи, вот, включая вот как бы целый комплекс. Митина, Строгинская, вот пойма, Крылатская, там аналогичные памятники, Клязьминская водохранилище, там вот на берегах тоже обнаружены артефакты. Зарайская, где, в общем, по официальным данным 32 тысячи вот, найдены Венеры эти неолитические, палеолитические, это верхний палеолит, и статуэтки бизонов и прочее разное. Ну вот таким образом, таким макаром мы сейчас быстренько пройдемся, потому что у нас Александр, время вот тут вот ограничено. Андрей Сафронов категорически не согласен с выражением «Русь изначальная». Вот у него есть контраргументы. Какие вы? Нет, там не контраргументы. Я вначале хочу уточнить. Вот по поводу вот черепа неандерталоида. Значит, не могло ли быть так, что они жили позже, например, не 30 тысяч лет назад, а, например, там 6 тысяч лет назад, ну, то есть, когда ткани были, или даже еще более поздние времена? Ткани 6 тысяч лет назад вот Ну, этого хорошо, ткацкого станка не было, потому что он был сделан Нет, допустим, буквально совсем недавно. 3000 лет назад, 1500 лет назад. Это тоже для тканевого комплекса очень... Фактически здесь вопрос стал в советской археологии, просто все было на уши поднято. Это вся история, она просто была с этим черепом перевернута. Поэтому они к этой находке так отнеслись, как не относились к никакой другой. Они задействовали весь арсенал археологов, антропологов, специалистам по ткани. Вот этот институт, они специальные задания давали. Датировка вот костей. Вообще. Костей они вырыли котлован специальный, они обнаружили там остатки овца-быка, ивы карликовые березы и остатки мамонта. То есть это мамонтовая фауна. Это датировка несколько десятков тысяч лет. То есть это, допустим, радиоуглеродный метод показал или какой-то еще там? Ну вот это вот стратиграфия показала. То есть я не знаю, радиоуглерод они делали, нет, но стратиграфия, она показала, что рядом, так сказать, находятся остатки мамонтов, овца-быка, карликовой березы. То есть это, в принципе, предледниковая зона. Вот. Москва, она вообще рядом с ледником была. Раньше-то думали, что здесь ледник был. На самом деле ледника не было. И даже вот это наводнение, которое было, всемирный потоп, да, так называемый, он все равно не залил это место. То есть оно было реально, вот реально здесь люди жили. Это вот совершенно недавно, буквально года два, выяснилось, когда Зарайскую стали вот это вот датировать уже генетическими исследованиями. Оказалось, что 32 тысячи, в общем. Поэтому в том и дело, что мы-то находимся с вами на территории Москвы, и Зарайск-то он 148 отсюда километров, да, а тут территория Москвы, то есть откуда есть Москва. То есть Москва, выходит, дело, она имеет десятки тысяч лет. Понимаете, то есть это сенсация мирового уровня. А второе соображение касается вот чего. Даже наличие, допустим, каких-то древних артефактов, ну неважно, там 30 тысяч лет им там или 6 тысяч, или там более поздние, значит, надо еще доказать преемственность. Поясню простым примером. Вот, например, современный Египет, да, и, допустим, древние пирамиды. Но современные египтяне, строго говоря, ну, не имеют почти преемственности к древнему Египту, потому что это было нашествие арабов и захват территории, на которой уже после древнего Египта было много государств. То есть прямой преемственности нету. Хотя, может, там генетика, допустим, понятно, у современных арабов, там, может, что-то сохранилось. Или, например, есть артефакты Кавказа, да, которые, например, там древние вещи, но которые не имеют никакого отношения к современной, там, ни балкарской, ни черкесской культурах. Вот, соответственно, может быть, здесь тоже была какая-то, ну, более древняя культура,
Вот, допустим, люди там погибли в силу каких-то причин, там уведены в рабство, там еще что-то. Потом тут заселялись другие люди, там другие культуры и так далее. Примерно... То есть, условно говоря, никакого отношения там ни к Киевской, там ни к Московской Руси это не имеет. Это были просто другие культуры. Ну, это примерно так и говорила советская археология. Она говорила, что это пришлые племена, они, в общем-то, были здесь набегами, например, карфатьяновцев считали, что они транзитом прошли как бы на север, туда вот в Европу, с северо-запад заселили север Европы, и они в Балтию, и они фактически здесь не оставляли. Ну, такое было представление фатьяновцев, что они не строят постоянных жилищ, но дело в том, что любые кочевники, хоть лесные, хоть степные, они поневоле должны, как бы, если выедается пастбище, то они должны перемещаться. Но это не значит, что они меняют дислокацию кардинально, просто они могли как бы несколько пастбищ иметь и курсировать между ними. То есть логики здесь нет особой. И потом сейчас выяснили, что действительно фатьяновцы, они пусть не постоянно, но они каким-то образом присутствуют как элемент вот этого антропологического прошлого нашего народа. Потому что, например, они смешивались с воловской культурой, вот это ульяновская культура, чисто антропологический тип. Дьяковая культура, которая пошла позже, они тоже преемственность сохраняют. Мало того, они принесли новые формы скотоводства и так далее. В общем, вот эта преемственность, она сохраняется. То есть, несмотря на то, что волны все время из причерноморских степей шли сюда, да, на север, и они заселяли Европу, и северо-запад, и центральную Европу, то все равно преемственность сохраняется. Антропологический тип европеоидный сохраняется. То есть, несмотря на то, что многие говорят, что тут финно-угры, что тут лаплоиды и так далее, но на самом деле это не подтверждается даже физиономически, антропологически. То есть черепа, они фактически европеоидные, они даже ничем не уступают центральной, западной Европе, северной Европе. Вот. А на север, туда к Новгороду, там такой же тип, как и в Скандинавии, светловысокие, ну, кроманьоноподобные люди высокого роста с бочкообразной грудной клеткой, совершенно с фенотипом таким очень известным. Поэтому это объединяет русский север, новгородские земли и так далее. То есть там остался этот тип. Ну, я хочу сказать, что нам надо быстренько сейчас пройти. Спросить хотел, лесное скотоводство фатьяновской культуры вот тут вот осуществлялось? Да, именно вот, вот на именно этих, вот это лесные районы да, были, да, да? Вот это да, вот именно раз. на этих вот пойменных склонах очень хорошо, значит, они гоняли. Вот именно там, не луговое, не перегонное, нет, а вот нет, именно лесное. именно вот долинное скотоводство, вот оно такое лесостепное, то есть тут редкие были деревья и фактически очень хорошие склоны, это травяные склоны, травяные ландшафты, биотопы, они хорошо, так сказать, потребляются коровами всякими, козами, овцами и прочими разными. Но что любопытно, у фатьяновцев был культ коровы, вот об этом мало кто знает, находит в погребениях. Они не ели мясо, вот, вернее, они не ели говядины. Как и в Индии. Да, как в Индии. Находят именно, значит, туши, вот снаряженные в последний поход, как бы вот в упокоенную в эту могилу кладут, ну, мужчин на правом боку, женщин на левом, скорченный горшок, и часть, значит, ну, грубо говоря, этой бараньи ляжки там или козьи ляжки и так далее, что-то еще. Вот, но свиной, но известно, что коровы были, но никогда не находят коров именно вот, то есть вот в таком состоянии. То есть корова, это говорит о том, что они использовали коров только для молока. Вот, у них было табу на коров. Корова считалась священным животным, как в Индии. Это характерно для всех поздних фатьяновцев, вообще для всех. Но это, еще раз повторю, 4-3 тысячи лет назад. То есть это фактически нравы индоевропейские. Это показывает преемственность индоевропейской культурной общности. Но, кстати говоря... Хочу добавить, что в прошлом году сообщение было, что ДНК был анализ фатьяновцев. Да. И полностью совпадает с ДНК русских современных. Конечно. Да, это Поэтому один из здесь четкая преемственность. Преемственность. Единственное, да. что Алексеева еще писала, что татаро-монгольская ига нас сильно испортила. То есть у нас стало не найдено. монголоид. ДНК не найдено монголоид. Ну, не чуть-чуть, она по антропологическим данным Алексеева, это известный по ДНК не антрополог. найдено.
Ну, я не знаю насчет ДНК, вот она еще в советское время масса статей написала на эту тему, это супруга известного антрополога Алексеева, фактически она как раз этим вопросом занималась, она говорила, что 13 тысяч лет назад, 13 век, до 13 века, извините, оговорился, здесь был такой же тип, как в Европе, то есть ничем не отличался, вот взять там, что у германцев, хоть италика, Нет, наоборот, отсюда пошли в Европу. Но они не двигались, они же двигались с Дона, с Днепра, они двигались, так сказать, в Европу, на северо-запад, они заселяли Балтию и так далее. То есть это разные волны шли. Нет, даже дьяковская культура, она то же самое, более позднее время. Альяновская еще Волосовская была культура, Фатьяновская была Волосовская. Волосовская это потомки, они связаны с этой культурой гребенчатой. Ну да, я говорю, до этого Бутовская. То есть здесь непрерывно жили люди это разные варианты, вы говорите, гребенчатая, явно-гребенчатой культуры. Да, это разные локальные варианты. Бутовская, я имею в виду, что принц четко идет из одного в другой. Да, абсолютно. Начиная с Костенки. Костенки. Вот где Воронежская область. Да, где начало Венера. Кроманьонцев, это именно Костенки. Кстати, вот советские племена, вот Митинский ландшафтный парк Саки пришли, то есть это движение но там Саки чуть шло. позже, там в принципе аналогичная ситуация, но там дьяковская культура в основном. Это рубеж тысячелетий, новые эры, старые эры. Вот, в принципе все, иначе мы просто по времени не Дольмен, успеваем. говорит, Дольмен. Остался? Дольменный камень вот там, значит, этот пруд и артефакты кое-какие в эти самые, где найдена альяновская культура, это где-то 4-5 тысяч лет. Просто остались эти раскопы. Можем туда пойти. Ну пойдемте. Я предлагаю вот так. Видите, вот тут раскопы были и такая. Тут предположительно было городище, вот оно совершенно как бы обособлено, треугольник. Это стрелка между Химкой и Чернавкой. А здесь и тоже раскопки проводились? Вот здесь не уверен, тут есть какие-то ямы. Возможно, это археологические какие-то артефакты изымали. Ну вот я вижу просто по... Ну вообще тут деревня была реально, вот жилые люди. Может быть, они между домами как-то вклинивались. Вот я, честно говоря, не помню. Но так тут ямы явно искусственные какие-то. Что тут они все-таки вели раскопки здесь. Скорее всего, вот на этом месте они раскапывали, потому что именно здесь было городище. Вот по моему представлению, именно высокий берег, а он еще был круче вот раньше. И вот здесь вот та стрелка, вот Бутаковский залив, вот это вот река Чернавка. А это река Химка, вот Ленинградское шоссе. И вот она в таком, и вот это вот выдается, а здесь был ров вот за этим. То есть они фактически огородили это место. Вполне возможно, что река, конечно, была не столь полноводной, потому что его на 30 метров она повысилась из-за строительства Химкинского водохранилища. Вот. А фактически
туда вниз был очень серьезный спуск. Это идеальное место для строительства вот этого, как бы, если пытаться раскапывать, то, конечно, надо где-то здесь раскапывать, но единственное, тут яблоневый сад, вряд ли его захотят эти администрации парка рубить, вот, потому что, в принципе, ну, как-то, я не знаю, будет ли она на это пойдет, нет. Ну, а копать, где уже копанное, смысла, я думаю, нет большого, потому что... А вы не от Александра? Вернее, не от Юрия Александровича? А, понятно. Вот, и, значит, и, в принципе, зря тут, не знаю, в общем, стоит ли копать. Вот, конечно, хотелось бы вот здесь покопать, на месте этого яблоневого сада, но... То есть они выбирали главенствующие места, такие вот, которые над возвышенностью. И вот представьте, если 30 метров еще опуститься туда, за гладь воды, то, конечно, в общем, понятное дело, что тут... И вот, кстати, можно здесь, может быть, покопать, если они не копали здесь, то можно здесь покопать, потому что тут нет насаждений никаких, эти яблони, в общем, никто не мешает. Вот. Вот место тоже предполагаемого городища, но это надо, конечно, с археологами еще раз решить, где копать, потому что это все дело дорогое ужасно. Тут важно тоже не промахнуться, и кто на это будет деньги выделять, город ли, либо там спонсоры искать, в общем, целая головная боль, конечно, дополнительно. Ну что, теперь мы можем на камень пойти и вот посмотреть артефакты там. И уже, наверное, нам надо выдвигаться назад. Запихнули. Ну, то есть это с раскопок, думаешь, земля? Это раскоп, это однозначно. И это нарушение стандартов. Вообще за это нельзя так делать. Вот, наверное, в Олимпиаде закончится. Нет, это 71 год. Это вот, Александр, то, о чем ты рассказывал, Вот где вот эти это вот, раскопы как раз, да? Да, это, значит, вот как раз краевед организовывал археолог Армягов это все. И, значит, вот это раскоп был. Землю все сюда кидали и вон туда, вот там чуть дальше. И поэтому это, конечно, нарушение. Они не завалили, они должны были завалить все это. Но они как раз здесь нашли альяновскую культуру. Я думаю, они хотели вернуться просто. Интересно, как они место определили? Курган был или просто на удачу копать начали? Нет, они стали копать, потому что это единственный выходящий туда, ближе к Химкинскому водохранилищу, все уже затоплено было. Поэтому они стали здесь копать. Иначе они просто не могли копать же подводную Ну, археологию. вообще, честно говоря, раскоп странно. Обычно же траншейная копка идет. Нет, это раскоп был. Александр, а что тут копали, расскажите, пожалуйста. Ну вот копали это раскоп, ульяновская культура. Это самая древняя из всех имеющихся. Это где-то начиная 5-е тысячелетие до новой эры. Значит, она, ну, если это брать не гребенчатые, это самое явно гребенчатые, ну, то есть это подвид, но такой как бы культурный аспект, ульяновская культура, ну, по крайней мере, 5-4 тысячи Что лет значит назад. гребенчатая? Ну, она похожа на, как будто гребенкой делали эти сосуды, женщины делали сосуды, вот мужики, они за охотой и рыболовством в основном Они со струной. накалывали гребенками, да? Да, Или ну, подчертили? это похоже, это просто у них был такой штырек, как бы круглый, они им делали, но она похожа как на отпечатки гребенок, вот поэтому это такое название, гребенчатое. Это имело какую-то... Александр, какие годы вот раскопы эти велись? Документов прочь? 1971 год. Значит, археолог и краевед, значит, вот, Армягов, он организовал с близлежащих домов людей. Я помню, мальчишкой бегал, и люди здесь добровольно в субботу, в воскресенье не ковырялись, и, в общем, тут было полно народу, они все копошились и так далее. Ну, вот, можно туда сейчас. Александр, скажи, пожалуйста, а где-то сейчас вот эти найденные артефакты представлены? Ну, официально их в музее Москвы, в музее археологии российской, и в историческом музее они хранятся в запасниках, скорее всего. Вот, потому что, в принципе, точно сказать нельзя, где они. Но это время прошло, это документация, но если они
Слушай, 50 лет, между прочим, ведь в этом году. Юбилей раскопу-то. Ну, вот Можно праздновать шашлыки сделать тут. На захоронении ульяновских и фатьяновских культур надо сделать культурное мероприятие, пожарить шашлыки, выпить хмельной напиток и, так сказать, почтить своих далеких предков, ну, скажем так, мысленно или проведя какой-то обряд. Например, на бубне. У нас тут есть шаманка. Вот. Слушай, а вот эти раскопы, ты говоришь, которые не закопали и варварски оставили, так сказать. Так вот они как раз. Вот, да, вот эти. Ну не, вот там, вот той Ну, ямы, где ходили. Это вот они и есть как раз. То есть они не присыпали так. Ну, это нарушение протокола археологического. Их за это не наказывали. Этот пруд, по разным оценкам, 14-15 веков. Он очень интересный пруд. Это была вотчина Никола греческого Ты лучше, монастыря. знаешь что, расскажи на месте, а то снимать очень, ну, скажем так, в движении неудобно. Бери правее, сейчас в грязь залезем. Вот этот пруд, это, значит, вотчина и остатки хозяйственных построек позднесредневековых, они объявлены музейным археологическим комплексом. Значит, они охраняются государством. Этот пруд был построен, по некоторым оценкам, 14 век, по другим 15 веку. Это пруд Копань, так называемый, и фактически очень древняя. Это было понятно, с чем связано, потому что тут были деревянные дома, постройки, и фактически вода, этого водохранилища не было, вы понимаете, да? То есть Москва, канала Москвы, московского. Вот, поэтому фактически это брали отсюда воду для пожарных целей и так далее, ну и все. Но сам пруд очень интересный, тут вековые вот эти вот ивы, причем там есть плакучие ивы, такие вот пеньки, оставшиеся им, по крайней мере, 200 лет, и из них уже новые вот эти растут. Фактически, в общем-то, мы должны уже бежать, дорогие друзья. Люки канализационные, это было село Алешкино, то есть мы находимся на селе Алешкино. Вот эти остатки фундаментов. Ну, это фундаменты домов. Это, кстати, весняк. Снег, это бетон. Бетон? Да. Слушай, так это дома тогда свежие. Свежие в 80-м году бульдозером сюда сюда. Александр, тут, наверное, имеет 200-летнюю давно. Какую 200-летнюю, я тебе говорю. Если крышка. Ну, сначала землянка, как Ульяновская. Сначала это... Вот они здесь Деревни, дома, нет, дома они в то время меняются. Они ставятся таким образом. Ну, вот это остаток там. Вот, тут даже, кстати, Алешенька сфотографировал. А это кто такой? Это Алешенька. А что Мануэль. Да, похож. Ну, вот тут какие-то странные есть эти... Чашечник. Ну вот, я полагаю, что это часть камня. Они вытащили его. Не факт, что он здесь стоял вообще. Не факт. А кто это налепил? Скорее всего, это даже обломок только. Но судя по коре выветривания, вот этой коре, да, вы видите, что это очень древняя кора. Так, сейчас попробуем. Кора древняя, она, скорее всего, Только не ко всему, несколько тысяч а лет. вот только к этому фрагменту. Потому что тут птицами загажено, и вот эта картинка тоже не Ну, способствует. птицами загажено, это можно поскребить. Картинка. Не, я не в этом. Положительно Я же не заряжает целиком, камень. я просто не Веселый целиком. становится Я камень. не целиком буду подключаться, а вот только к небольшому фрагменту. Вот здесь. Так, мы уже Сейчас попробуем. подключаться должны к алым парусам. Что, вынимай бубен и подключайся. К чему? Мы можем на курганы, Слушай, но ну, мы уже не сильно успеем. 800 асимметричная метров. реакция. Ну, То есть, попробуем, кстати. да нет, у него тут не очень хорошая энергия, я говорю, тут вот и птицы подпортили. Да ладно, птицы, что вам птицы? Это же всю жизнь. Птицы, мыши, крысы. Не, ну здесь все очень просто. Если те, ритуальный кто камень хотели подгажен потрогать, птицами, чувствующие, Ну, здесь тупая нога мамонта. экстрасенсы могут вот потрогать. Вот она, вот она. Это оригинально.